Да, я тоже всех приветствую. Очень рада видеть всех, кто с нами давно, и всех тех, кто только присоединяется к нашей трансляции, кому интересна тема духовного развития. И мы планируем, если нам понравится этот формат, продолжать, и думаем, что мыслящих, здравомыслящих людей на свете много, и они будут к нам присоединяться. Наверное, вам интересно, почему нас двое в кадре, а название эфира на троих. Я отвечу вам на этот вопрос, потому что мы не вдвоем. Во-первых, мы с вами, а во-вторых, мы с книгой. Она у нас третья, называется она «Алхимия жизни». И я думаю, что мы будем к ней прибегать, потому что это некая пища Духовная. духовная, да, когда нам необходимо питать свое сознание, питать свой мозг, питать свою душу той полезной информацией, которая вообще возможна. Мгм. Давайте начинать. Сегодня, кстати, 22 июня. В 41 году фашисты зашли на территорию, нашей родины, и мы тоже сегодня чуть-чуть затронем эту тему, но чуть позже. Да, зайдем с неожиданной стороны, с темой Мгм. ресурса. Все-таки у нас эфир про ресурсы. Я думаю, что не будет лишним упомянуть, почему мы выбрали эту тему. Потому что, во-первых, огромное количество искажений. Во-вторых, огромное количество курсов, онлайн-трансляций, которые учат к ресурсу относиться как к деньгам. И говорят, что это единственное прямое доказательство, да, есть он у тебя или нет. И, конечно, огромное количество людей сейчас уже есть у них запросы, но на соединение, потому что поняли, что в одиночку идти туго, нужно соединяться. Но есть огромное количество энергонедостаточных людей, которые бы хотели соединяться, но нечем, да, как у нас вчера был вопрос от тех людей, кто впервые присутствовал на семинаре. Очень интересно, но ничего не понятно. Мы тоже об этом расскажем. Оставайтесь, к этому тоже вопросу перейдем. Ну так вот, с чего же мы начнем, да, про ресурс говорить? Ведь условно всех людей можно разделить на наличие этого ресурса. Ну вот, давайте, коснемся вообще этой темы. Что мы подразумеваем под ресурсом и что новое время подразумевает под ресурсом? Ведь, по сути, мир меняется. И та стабильность, которая когда-то была у людей в их головах, когда можно было пойти учиться, потом пойти работать, да, потом на пенсию. То есть этой стабильности уже нет. А мозг все время требует доказательств каких-то и требует подтверждений, и требует того, чтобы понимать, а что дальше. Но на самом деле это денежная система и система каких-то социальных благ, норм, Статус. статусов, она чуть-чуть, меняется, а может быть, не чуть-чуть. И на первый план со временем, мы это будем видеть, в ближайшее время будет выходить энергетический ресурс времени. С этим тоже никто не разобрался. Ну, просто не погружались в эту тему, я думаю. И тот духовный ресурс, который позволяет в этой жизни, прикоснуться к чему-то сакральному, к своим, например, наработкам из прошлого, из настоящего, из будущего или из параллельного. Это вопрос генеральной линии, на которой души могут находиться, воплощенные здесь, для того, чтобы в этой жизни что-то хорошее сделать, великое, оставить, может быть, себе же самим, когда будут снова воплощаться, и прийти уже с открытой памятью, с тем, что можно будет использовать эти наработки. Так вот, этого ресурса сейчас воочию не видно, глазами мы его не увидим, но он все таки есть как энергия некая, как эфир, из которого все образуется. И плавно весь мир в эту тему двигается. Но мы с вами пока что видим? Статус, что там, деньги. Деньги, конечно же, проявленность. Нас научили Да. личному бренду, нас разъединили и разъединяли очень короткое на самом деле время. И мы сейчас видим, что если мы возьмем коучей, то, скорее всего, как правило, люди пользуются
этими услугами для того, чтобы прийти к финансовым целям, для того, чтобы обеспечить себе красивую картинку жизни, для того, чтобы был прекрасный гардероб, чтобы у тебя был какой-то статус, медийность, потому что тогда на тебя ориентировано большое количество аудитории. А у меня всегда, кстати, был вопрос: вот ты нарабатываешь себе статус и медийность для каких целей, да? То есть, если ты идешь в программу эго, тебе нужно, чтобы тебя похвалили, это одна история. Но тогда что дальше? А если у тебя есть статус, которым ты можешь влиять на большое количество людей, да, тогда какие смыслы ты преследуешь? И вот здесь тоже было бы интересно разобраться, к чему мы приходим, если мы все-таки добиваемся этого статуса. Но смотри, здесь вот если с ресурсом чуть-чуть понятно, М, но то голове все равно непонятно, как жить без денег, если процентов. без вот этого. Вопрос, что будет, если денежной системы не станет, ставит очень многих в тупик. И мы сейчас подойдем немножко к этому с другой стороны. Смотрите, есть тема нашего семинара, да, кому вы не семинара, а нашей встречи эфира, к кому вы относитесь. То есть есть Мгм. те, у кого есть ресурс энергетический. Я даже не про духовный ресурс говорю, а про энергетический. А есть те, у кого нет этого ресурса. А вообще, как человек может это понять? У него это есть или этого нет? Но если ресурса нет, значит денег нет, Мгм. ты не можешь заниматься, ну самое главное, ты не можешь заниматься тем, чем бы ты хотел заниматься. У тебя нет энергии, у тебя нет радости в жизни. Деньги как бонус, по сути. Это то, ну, благодаря чему ты можешь не волноваться, к примеру. Но это опять тоже наша голова нам так объясняет, что деньги обязательно должны быть. Ну вот интересно, кстати, то есть человек про себя, например, понимает, у него нет денег. Первое, что предлагает ему голова, пойди заработай. То есть получается, что в этот момент он выбирает любую профессию, не опираясь на смыслы, просто идет закрывать опять свои материальные потребности. А на что, какая может быть опора, чтобы он понял, что в его жизни может быть по-другому? Никакой. Круто. Ко Никакой опоры, потому что голова тебе все равно будет объяснять, что тебе нужны необходимы какие-то средства для того, чтобы выживать в Мгм. этой системе. Но система сама меняется, ценности меняются. И в другой системе координат немножко все по-другому. Но для того, чтобы туда выйти, нужен духовный потенциал. Но мы пока об этом говорить не будем. Поэтому те, у кого ресурса нет, там в достатке, как им кажется, нужно обратить внимание на то, а куда он в принципе уходит. Ведь все равно, когда все были детьми, никто не думал, где этот ресурс брать, что он будет есть, что он будет пить. Но в какой-то момент у тебя перещелкивает, и эта мысль начинает тебя тормырить постоянно. Особенно если ты заходишь в систему кредитов, ну, либо какую-то Обязательств. зависимость, обязательства и так далее. А почему ты туда заходишь? Потому что у кого-то это есть, то, что ты хочешь, а у тебя этого, к примеру, нет. И тогда ты во главу угла ставишь не духовное развитие, то есть не развитие своих качеств, своей души, своего духа, своего сознания. Ты свою жизнь выводишь на дорогу сугубо материальную, где ты как белка в колесе начинаешь просто зарабатывать себе, как тебе кажется, вот какие-то блага, ориентируясь на кого-то. Ну да, Н- получается, н- такая карта желаний выполняется, а задача души, ты на них так и не выходишь, не встаешь. И смотри, какое-то время назад, вот особенно в 90-е, помнишь, все клеили коллажи, кто что хочет, какую машину хочет, какую И квартиру. сейчас клеют, просто уже это пришло в оплачиваемые онлайн-курсы, то есть ты еще должен за это заплатить, чтобы тебе рассказали схему, как это делать. Ну вот конкретно могу сказать, что вчера на семинаре мы как раз говорили, что если у человека есть духовный потенциал, и мы говорим действительно о человеке, что Мгм. умел человек? Человек умел создавать своим намерением эфирную форму некую, которая потом материализовалась благодаря его духовности, благодаря его духовным наработкам. Сейчас эти формы, они, ну, то есть такая деятельность пока невозможна, но материализация осталась. И ты можешь там, да, материализовать себе машину, квартиру, даже мужа. Но
скорее всего, это не будет так, как ты бы хотел, и не будет иметь продолжения. Потому что когда ты в духовном развитии находишься, там другие ценности, другие параметры, другая мера. Понимаешь? Я сегодня ехала, когда на наш эфир, подумала, что когда-то у меня было желание, что я хочу свою световую семью. Оно реально исполнилось. И исполнилось для меня наилучшим образом. То есть для меня сейчас родение — это моя световая семья. А ведь многие женщины действительно мечтают о другом, формируют себе не те образы, не те смыслы, потом это получают и бегут от этого как от огня, потому что нет ни радости, ни наполнения, ни ресурса. Но сейчас у нас, возможно, полетят камни, потому что, знаешь, как, ну, семью-то можно хотеть. Вопрос, что там делать-то? Понимаешь, даже если это твоя стая, что там делать? Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что те, у кого есть ресурс, давай вот в эту сторону сейчас снова посмотрим, они тратят его непонятно куда. Например, на либидо. Как работает вот эта энергия нижних чакр? Твоя голова все время рисует тебе картинку какой-то непонятной семейной жизни, либо какой-то жизни, где ты со своей половинкой там что-то делаешь. Например, летишь куда-то там, я не знаю, за границу Ну, тебе отдыхать. хорошо, тебе Да, радостно, спокойно, да, дома все накормлены, да, все накормлены, и даже, может быть, есть ребенок. можно расслабиться. И дальше что, собственно говоря? И вот вопрос "и что дальше?" Он такой глобальный, потому что, ну, хорошо, конфетно-букетный период заканчивается, плюс 10 лет. А что дальше? Задаем себе вопрос. Плюс 10 лет, а что дальше? То есть, в итоге многие приходят к тому, что да, вот старость наступила, и что дальше? То есть ты ничего не сделал, и, возможно, и то, как ты себе планировал, то, как ты себе рисовал эту семью, там не так все благополучно, как на самом деле. И Мгм. поэтому здесь нужно понимать, что когда у тебя есть энергетический ресурс и есть запрос на духовность, на то, чтобы применить правильно этот ресурс, тогда у тебя и будет выстраиваться все от задач твоей души. Потому что все идет с тонкого плана сначала, а потом спускается на материальный, а не наоборот. И когда те, у кого есть ресурс, начинают все время сливать его на либидо. Что такое либидо? Ну, вот в нашем понимании. Когда есть вот энергия, она, в принципе, для чего дается? Она дается для рождения ребенка, к примеру, для того, чтобы живое в эту Мгм. жизнь привести, или на творчество, на создание чего-то великого. А ты ее просто списываешь непонятно куда, на эзотерический туризм, на поиск там своего близнецового пламени, там или родственной души. Просто списываешь на то, чтобы, ну, нравиться или подчинять себе таким образом кого-то. И он бестолково уходит. Это разматывание духовных наработок в материалку. Ну и в итоге за это ты как, всегда платишь из будущего. Ну вот мы, кстати, хотели пояснить по поводу либидо, да, и как эта энергия прорывается. То есть тебя вроде вштырило ненадолго, ты вроде бы нахватался идей, и тебя даже в какой-то момент прет, ты хочешь что-то делать, но почему-то ты не делаешь эти шаги по отношению к своей мечте, а сливаешь действительно это в отношения, во встречи, в конфетно-букетный период. А потом вдруг у тебя этой энергии больше нет. Ты помнишь, что когда-то что-то хотел сделать великое, но время уже прошло. И вот про этот импульс хотелось бы подробнее поговорить, потому что действительно, если мы упираемся в материальный план, это невозможно перевести в духовную энергию, на которой делаются великие проекты, да, потому что голова, она водит по кругу. Можно подробнее раскрыть? Ну вот смотри, если мы коснемся темы детей, Мгм. то, скорее всего, вот надо на своих детей посмотреть, а когда у них была эта мечта, и кто эту мечту поддерживал, подогревал. Вот у тебя когда была мечта, когда ты была ребенком? Ну, я помню очень хорошо, в 4 года. А о чем ты мечтала? Я мечтала о дружбе народов, жила Вот. на улице Мира и представляла перед собой всегда площадь людей, говорила: "Товарищи, светит солнце". Ну, это я очень хорошо помню, да. Ну вот смотри, вот это и есть мечта, которая действительно имеет отношение к духовности. То есть к твоим духовным наработкам, к твоей стае, которая
умеет дружить, которая на определенных принципах существует, световых, где Да, тебя не подведут, не бросят там и так далее, не подставят. 100%. И потом идет какое-то, наступает какое-то время, там 9-13 лет, да, включается У меня есть карма, да. смешной случай, да, мне все время Т9 пишет олени иногда, и хоп, через 30 лет ты оленя. Да. И в итоге, когда мы подходим там к 25-30 годам, ну, а кто-то и дальше, вот эта мечта твоя, она кажется какой-то, ну, я не знаю, Несбыточный, да не то, что несбыточной, она кажется далёкой, детской какой-то, глупой. глупенькой, глупой Мгм. мечтой. А на самом деле это великая мечта. А теперь, если мы пойдем в обратную сторону, вот от этого момента обратно, то можно посмотреть, это каждому можно посмотреть, а как это списывалось. То есть была энергия, которая была дана, и сейчас она где-то у тебя присутствует в твоем поле, потому что ты как раз, в принципе, и собираешь вокруг себя тех, кто, ну, так скажем, Может может что-то сделать, связаться, да. что-то сделать, да. Но это не является твоей мечтой сейчас. Потому что ты, если бы я тебе не напомнила, ты бы её и не вспомнила, Ну, понимаешь? друзья, как минимум после эфира мне есть чем заняться. Вот. И если наши зрители подумают о том, о чем они действительно мечтали в 4 года, ведь тогда нет ничего невозможного, потому что ты еще помнишь, что все возможно. И ты это материализуешь. Мир яркий, Да, мир очень солнце яркий. теплое. То тогда, можно это пронести в свою жизнь и посмотреть, а сегодняшняя твоя жизнь как твою мечту отражает. Ты вообще о ней забыл, ты о чем сейчас мечтаешь. Ведь смотри, давай положим на весы машину, квартиру, там, что еще, там, я не знаю, о чем люди Ну, мечтают. груз ощущается сразу, что вот ты обременен каким-то весом, который тебе, понятное дело, надо кому-то потом либо передавать, либо его обслуживать. Да, либо дружба народов, Легкость. легкость, когда вот оно, наполнение, и каждый вкладывает свое самое лучшее, вот это вот в эту идею. Так вот, великих идей просто не стало, понимаешь? И вся та энергия, которая есть у человека, вот в чем весь трагизм? В том, что вся та энергия творческая, которая есть у наших людей, она списывается в материалку, она разматывается на эзотерический туризм, когда люди ищут, ищут, ищут чего-то, но они не находят. А сейчас я плавно перейду к фашизму. Знаешь, что такое фашизм? На чем он базируется? На чем? На желании обладать. Вот фашизм Точно. базируется на желании обладать. А теперь подумаем, сколько женщин хотят обладать чем-то или кем-то. Сюда далеко ходить не нужно, да, всех женщин этому обучают, мы знаем огромное количество курсов. В принципе, что сделали, ну, тут уж вам решать, либо это маркетинг-стратегии. Всем же предлагали посмотреть на боли клиента и, соответственно, от этого отталкиваться и предложить им лучший выход из этой ситуации. И не нашли, мне кажется, ничего лучшего, как всех женщин в эзотерические круги завернуть. И мы сейчас огромное количество наблюдаем и женских кругов, уводящих не туда, и топочущих землю женщин, кричащих «я богиня», но при этом они не чувствуют себя ни легче, ни свободнее, да. Можно смеяться, обсуждать это как угодно, но у нас действительно есть пласт женщин с головами, повернутыми не туда. А если говорить про женщин, это как раз и женское кристаллическое поле, которое все материализует. И мне тоже вот сюда, в эту сторону, есть что, есть чему болеть, да, за что бороться. А как тогда, что в наших силах в сегодняшнем дне сделать каждому, да, чтобы все-таки были смыслы, была та среда и был тот ресурс, который тебе дан изначально для большого, великого, светлого. Но если я отвечу тебе сейчас на этот вопрос, эфир можно будет заканчивать. Всем Давай, пока! да, давай мы Плавно тогда плавно пойдем. перейдем. Давай еще раз вернемся к тому варианту, когда ресурса вообще нет. То есть нет сил ни на что. Человек встает утром и, ну, в общем-то, ему незачем жить. Ну, то Мгм. есть все обыденно, все надоело. К 30 годам, в принципе, все в этой жизни достаточно понятно. То есть вот у тебя муж, вот тебе ребенок, вот тебе работа, либо там нет мужа, есть ребенок или нет, ну и так далее, да, есть варианты. Но вот это вдохновение, оно отсутствует.
С Вопрос, каждым годом все меньше и все меньше меньше и меньше. И заходит. куда посмотреть? Давай у книги спросим. Да. Давай, открывай. А что делать, если ресурса нет? Это же все таки алхимия жизни. Что делать, если ресурса нет? Да, с чего начать, куда посмотреть? Опа, лунный культ. Вот, давай, рассказывай, что такое лунный культ. На самом деле здесь все просто. Кстати, мы очень рекомендуем вот эту книгу «Алхимия жизни». Если кто не читал, она действительно дает большое количество ресурса, и здесь рассказано, куда он утекает, причем и для мужчин, и для женщин, и как раз про то, о чем был вчерашний семинар. Здесь и про осознание, и про душу, и про дух. Вот сейчас, расскажем про лунный культ, потому что реально, во все эти культы утекает большая часть женской энергии. Ну, во-первых, сейчас, наверное, все женщины встрепенулись и такие: что такое лунный культ, да? Луна же это хорошо, и мы здесь не говорим про четырехлуние, мы не говорим про лунную живу, мы говорим конкретно про стратегии поведения в социуме, которыми вы пользуетесь, потому что женщина уже обучена, и если мы посмотрим, то 9 у нас есть выделяющихся сильнейших программ, которые продиктованы лунным компьютером, ну или социумом, как хотите назовите, если вам так понятнее. И наверняка вы все слышали такую стратегию жертва, да, потому что она первая, и она включает все остальные, как лампочки, программы, и далеко с этой программкой не уехать. Если мы из жертвы даже начинаем любые процессы обучения или даже с жертвы решаем, ну все, я так настрадалась, что пойду в духовное развитие, то, скорее всего, жертва будет тебе давать иллюзию того, что ты в развитии. Но я хочу сказать здесь, что жертва, она самобичеванием все время занимается. И это списывает все духовные наработки. То есть самобичевание списывает все духовные наработки. Даже если у тебя там забрезжил огонечек энергии, это все спишется в никуда. Кстати, прекрасный фильм, говорила уже и буду говорить по этому поводу, это «Догвилль». Мгм. Еще раз Догвиль, если кто не расслышал, обязательно посмотрите, можно раз 10. Ну да, если вас не стошнит на первой минуте, то и вы досмотрите до конца, то вы увидите, там как раз показано в этом фильме, жертва, гордыня и все вот это эго людское, которое только возможно. Ну вот, кстати, в главе «Лунный культ» здесь как раз еще говорится про ненасытную субстанцию, да, которая списывает энергию женщины ежемесячно в виде месячной крови, крови младенцев, братоубийства и других подобных действий. И как раз мы говорили про фашизм, и как раз мы говорили про желание обладать. И я думаю, что это... Вообще эта программка, она действительно, связана с культом. И, когда у женщины наступает климакс, О, зашли на хорошую тему. да, она наконец-то перестает платить, да, за свою жизнь и за те То есть возможности. радоваться нужно. Да, но может, надо радоваться реально, потому что на самом деле все не так происходит, как нам кажется. И то, что нам внушают с детства, что так и должно быть, а с чего вдруг? То есть с чего мы это взяли? Это действительно внушение. Все может быть совершенно по-другому, но бояться точно не нужно, когда наступает менопауза, там климакс. Радуйтесь, потому что наконец-то, еще раз говорю, вы можете вздохнуть спокойно, ваша энергия никуда не утекает, и с вами все в порядке, самое главное. То есть никакая не старость не наступает. Да, бодрость наступает, наоборот, бодрость. Вопрос про молодость хочется повторить, потому что он очень... Давай. Что вас заставляет чувствовать себя молодым, да? Что заставляет тебя чувствовать каждый день, что ты молод? Это та энергия жизни, которая через тебя проходит, это то дело, которое ты бежишь делать, это то дело, ради которого ты встаешь, ради которого ты боишься заснуть раньше времени, потому что ты только заснула, тебе уже хочется быстрее проснуться, чтобы продолжить его делать. Мне кажется, это и есть тот мотор, и он очень здорово включается, если вы вспоминаете действительно свою большую детскую мечту. Ну вот если мы коснемся все-таки лунных программ и вот этого моделей поведения, то тем, кому будет интересно об этом узнать, у нас на канале Белый свет есть прямо серия семинаров про это, как что это такое, как из этого выходить. Серия семинаров, которая называется «Лунная мелодия. Мгм. Ее влияние на кристаллическое поле женщины». Серия семинаров Вишня. Вот таким названием можно ознакомиться.
И вот еще хотелось про книгу добавить. Здесь не просто есть описание, куда утекает ресурс, но и также рассказано, как было изначально и на что настроен истинно организм женщины. Да? То есть он настроен на проведение тонковибрационных потоков, которые отзываются в мироздании бесконечным творением. Именно поэтому женщины могут рождать. И это здорово, что ты, открывая каждую главу, понимая то, что действительно происходит в реальности, знаешь, где есть выход и куда смотреть. Смотри, еще такая ассоциация мне пришла. Мы вот часто бываем в очень красивых местах, да, у нас на территории России очень много Мгм. храмов, да, и очень красивые иконы, да, Богородицы и так далее. Вот эта энергия, она сама, энергия Богородицы очень красивая. Она не запечатана в иконах, но она присутствует в пространстве вот этого места. Но что делает Богородица? Она рождает вот эту творческую энергию, вот этот эфир, то, что все материализует. Можно, если ее ассоциировать с женщиной, представить, что у нее есть что-то подобное раз в 28 дней. Ну, возможно, меня сейчас обвинят в, в чем-то таком непристойном, но реально женщина, она же тоже рождает. Мгм. И она мать. И я предлагаю ассоциировать женщину с родиной, с тем, что Рождение Родины. действительно что-то великое рождает, поддерживает, дает жизнь вот этому целому, дает быть этой жизни. Вот так вот нужно относиться. А наш мозг и вообще вся система нас сводит к очень узкому пониманию себя как женщины. И дальше предлагает несколько вариантов. Либо, если у тебя есть опять энергия, да, то ее надо слить быстренько. Сейчас мы об этом чуть-чуть еще поговорим, про пустой эротизм. Мгм. Вот. Либо впасть в уничижение, либо поехать и что-то, знаешь, как вот на эти круги, Ну, поехать и которые потратить. потратить, тоже потратить. Мгм. А вот пустой эротизм, он как раз на что направлен и как он проявляется? Он проявляется пустыми разговорами, которые ни к чему не ведут, потребительством и сливу творческой энергии через секс. Особенно у юных, молодых девчонок. И когда эта энергия нужна, ну и у всех остальных тоже, да, и мужчин это тоже касается. И когда эта энергия становится нужна, а ее просто нет. А если у тебя нет этой энергии жизни, то ты стареешь. Вот так вот происходит, понимаешь? И все те, у кого эта энергия есть, они не стареют. Ну, как минимум один секрет в молодости сегодня выдан в эфир. Я предлагаю еще поговорить про внутренний приемник, который на сегодняшний день он у многих сломан, да, то есть что ты, какие частоты ты воспринимаешь. Но вот бывает, знаешь, как читаешь книгу или Мгм. учебник и ничего не понимаешь, вот просто видишь слова, они у тебя не связываются в голове. И потом в какой-то момент раз, и ты понял, почему так происходит, потому что частота поменялась. И вот все, что вокруг нас, оно насыщено шумами, чужими мыслями. Как бы эфир как будто бы не живой, а искусственный какой-то. А приемник в голове, радио, оно ловит эти частоты. И вопрос, ты сам выбираешь, на какой частоте тебе находиться. Мгм. И для этого, в принципе, первое, надо отрезать, как я говорю, или там убрать все, что уже отжило, убрать сухие ветки. Ну, например, брать какие-то страхи, переживания. Отпусть Стратегии поведения. Да, изменить стратегии поведения. Все, за что ты волновался, например, ты волнуешься за детей. Они уже давно выросли, им там по 21-40 лет, кто-то там всю жизнь волнуется, да. Дайте им спокойно дышать. И когда они начинают дышать спокойно, потому что вы их отпустили, у вас появляется пространство свободное для того, чтобы выйти на другую частоту.
Ну, то есть хотя бы прислушаться к себе. У вас время появляется. Уместно ли будет здесь поговорить про контроль и про внимание? Потому что если мы отпускаем контроль, как раз у тебя и голова не болит, и ты понимаешь, что твое внимание освобождается. И как раз школа сыродения предлагает большое количество практик на работу с вниманием. Я думаю, будет уместно про это тоже рассказать. Ну, ты занимаешься, сколько у нас уже с нами? Третий год. Вот что тебе дают практики на внимание? Осознавание процессов, в которых ты находишься в течение дня, выборы. То есть ты уже понимаешь, что есть инерционные какие-то вещи, ну, глубинные, которые тебе еще нужно, да, осознавать, они как пласты всплывают, и ты с этим планомерно разбираешься. Но самое важное, что в течение дня твоя энергия принадлежит тебе. И ты действительно не болеешь, ты становишься радостным, да. Некоторые говорят: "Вот там ее постоянно штырит". Но что штырит? Просто потому, что знаешь, что тебе делать. Конечно, это все не за раз. И были болезненные моменты, потому что опять, если касаться стратегии поведения, то они были заточены все из жертвенной позиции воспринимать. И требуется время, чтобы, ну, обучить себя по-другому реагировать. А потом, когда ты еще находишь, кто обучил тебя этой реакции, с которой ты все воспринимаешь, это вообще дает тебе выход из двери, в которую ты постоянно тыкался, но не мог попасть. Ну вот здесь, знаешь, о чем хочу сказать? О причинах и следствиях. Потому что мир, нужно попасть в мир причин, чтобы что-то изменилось. А у нас обычно следствие лечится следствием. До Мгм. причин никто не доходит. И вот практики на внимание, ну, у нас с определенными смыслами, потому что мы не просто там двигаем эту точку там или где-то удерживаем внимание, все-таки работаем со световыми настройками, со световыми структурами. Так вот, если ты мыслишь в сторону причин, это тебе позволяет эту причину, ну, как-то к ней приблизиться, осознать, да. А если ты ее осознал, то в этот момент все меняется. Понимаешь как? И вот здесь о чем хочу сказать, особенно тем, кто с нами давно занимается, что, в принципе, когда ты заходишь с определенной задачей, ее нужно себе где-то зафиксировать. Да? В обучение, да? Ну да, конечно, потому что у нас очень много информации, и книг у нас там 38 только вышло, да, и роликов Только 38 книг за 5 лет, да? да, за 4 года. За 4 года. Вот. У нас там сайт, на котором очень много информации в свободном доступе. Можно, в принципе, заблудиться во всем этом. Мгм. Но когда у тебя есть задача, твоя задача решить свою задачу благодаря той теории и тем практикам, которые у нас есть. И решить ее надо за год. Понимаешь? То есть нужно разгрести завал. То есть то, что тебя отягощало, нужно убрать. На второй год нужно выйти на свою реализацию. Нужно понять, что бы ты хотел делать, и начать это делать. Понимаешь? А дальше ты либо становишься соратником в общем деле, потому что и энергии много, и возможностей много. Ты сам этот процесс начинаешь заворачивать. Ну, например, вот как ребята из грядущего фестивали, пожалуйста, вот в Екатеринбурге только что прошел для учителей, для детей, когда вот новые методики какие-то появляются. То есть ты вписываешься в глобальный процесс. И в этом процессе ты начинаешь дружить. И ты смотришь, а где еще что-то недоработано, и что Мгм. еще подточить, а чего не хватает, или наоборот всего хватает, во что это можно проявить в жизни. Это вот так происходит. Иначе, если ты там год не разобрался, 2 не разобрался, 3 не разобрался, у тебя начинает накапливаться, знаешь, как деструктив, как яды, недовольство, сомнения. Ты сам себе Сравнение. сравнение, да, вот у этого получилось, там у этого не получилось. И в итоге ты сам себя сбрасываешь на другую частоту, и вместо светоносных, наработок в тебе начинают работать темные ключи, потому что все они на зависти, на страхе, на сомнениях. И все эти ключи тренируют сознание, потому что если ты узкомыслишь, тугоумие у тебя, скудомыслие, да, скудоумие, то тебе не выйти в духовные наработки, к духовным энергиям, в духовное развитие. Потому что в этом главная свобода внутренняя.
и она предполагает большую ответственность для того, чтобы эти наработки, которые не только тебе, не только твоей душе принадлежат, а множеству душ световых, можно было в эту жизнь проявить прямо точно. 100% очень от многих слышу, что да, единое, туда топим, но никак не могут почувствовать себя частью единого. Это в эго-программах, значит, нужно смотреть, что можно здесь посоветовать. Смотри, здесь может играть разное, да, например, статус. Мгм. Ты вроде бы уже все отпустил, но у тебя есть что-то, Пунктик. пунктик, да, то есть, например, сайт или там какой-то курс, который ты сделал. Помнишь, у тебя был курс? Помню. Вот. У меня И не то чтобы курс, образовательная вот, программа. образовательная программа. И помнишь, как ты за нее родила? Конечно. Она давала тебе статус, потому что это было привычно для тебя. Но сейчас у тебя ты по-другому действуешь. Да? Причем это очень интересно, потому что действительно именно личине важно поддерживать социальный статус, потому что если ты отпустишь этот поводок, она задает тебе вопрос: «А тогда кто ты такая? Да, А тогда ты что-то в этой жизни сделала? А где ты? У кого ты там на виду? И что теперь?» Но это, кстати, мне помогло объяснить для себя, для мозга такое понятие, как генеральная линия. Ведь потому что если ты выходишь на генеральную линию, ты можешь действительно абсолютно стать другим человеком в глазах окружающих. И там вчера делать одно, сегодня делать другое. Но ведь очень у многих людей нет возможности именно в этом воплощении встать на эту генеральную линию. Они нарабатывают, да, и либо помогают тем, кто уже стоит на этой генеральной линии. И в этот момент важно не дать личине победить тебя, не надо сравнивать, нужно просто четко знать свое место. Вот хотелось бы рассказать еще про ролики, которые классные у нас подожди, есть подожди, сейчас. подожди. Давай Пожалуйста. обратимся Книги. да, к третьему и откроем на странице, а что нужно делать, чтобы четко, не то, что, как ты сказала, не знать свое место, то Знать свое место, занять свое, занять свое место. На что нужно обратить внимание, чтобы занять свое занять место. именно свою ячейку, свое место и быть востребованным на своем месте. Маленький человек. Да, надо перестать быть маленьким человеком. Маленький человек, он винтик в системе, он лишен творческой энергии, он раб системы. А задача человека настроиться на свое звездное изначальное и проявить это в жизни. Вот видишь, вот книга просто А вообще. мы, между прочим, сидим за живым просто формата книги, и вот как раз у многих есть вопрос. Мозг начинает придумывать форму, в которой он уже знает и может впихнуть. Невпихуемая. Да. Да, и нужно просто спокойно относиться к тому, что если мы занимаемся духовным развитием и одухотворяем, да, то вот книга — это же живое знание в твоих руках, которое ты можешь в этой жизни купить за рубли вместо своего света. Ну вот для некоторых это непонятно. Не Ведь проживать опыт, когда с тебя сдирали кожу, отрубали голову, четвертовали, казнили, предавали. Ну, просто прочитать книгу. Тут, тут ты знаешь, как нам уже у многие многих просто пишут. не складывается вот это. То есть очень просто, да, ты уже взял ее в руки, ты не проходил этот опыт. То есть иногда ценность действительно не ясна. Ну вот многие спрашивают, сколько стоит книга, почему она стоит дорого, например, да, или Мгм. стоит столько. Да, само знание, оно бесценно, потому что ты за него жизнь отдавал. Просто кому положено, тот его сможет взять, прочитать и опыт этот применить. А кому не положено, ну это просто непонятная информация, возможно, да, которая Мгм. никак в его жизнь не встроится. Величие духа и труда возвышало человека над обыденностью жизни, поэтому он мог мечтать, созидать, делая это не из личного расчета, а бескорыстно, понимая, что жизнь не измеряется одним воплощением, что то, что он делает, останется для его потомков. Ну вот мы же не подстраиваем, да, Нет. то есть мы просто открываем книгу Можем позвать человека со стороны. да, и речь ведь идет о бескорыстии. И вот вчера на семинаре у нас зашел про это разговор. Что такое бескорыстие? С точки зрения отношений, когда ты делаешь что-то во благо,
ты даришь что-то, ты не требуешь за это какой-то цены. А с точки зрения светового процесса бескорыстие — это возможность проводить без искажений те духовные наработки, те духовные энергии, которые сейчас должны присутствовать в этой жизни. И чем меньше забит твой духовный канал, то есть чем он чище, тем легче проводить. Возвращаемся. Да. Ты про ролики что-то начинала говорить, я тебя перебила, уже не помнишь, да? Про ролики хотела рассказать, что у нас есть чудесные 3 ролика. Это быть на своем месте, проводить чисто и Будь собой, будь будь собой. на своем месте. Вообще этот ролик «Будь на своем месте» называется «Знай свое место», потому что его надо действительно точно знать и точно попасть. Потому что когда все 3 пазла совпадают, ты на своем месте, ты сам, да, то есть со своими наработками и проводишь чисто, то есть бескорыстно, без искажений, то тогда вот этот энергетический ресурс тебе и дается. Сейчас будут вопросы: а как понять, что ты проводишь бескорыстно? И проводишь ли ты вообще? Слушай, ну я думаю, что это тема не этого Эфира? эфира. Я думаю, что мы про это поговорим, потому что это отдельная большая тема про астрал и про все остальное. Согласна. Я бы хотела еще коснуться темы неразвитости сознания, да, потому что сейчас очень много искажений в среде. Нам везде говорят подсознание, сознание, приходите на тренинги, мы включим вам сердце. И когда ты ищешь, но ты иногда теряешься в этих прослойках, которые тебе предлагают из каждого утюга посмотреть. И причем я замечала, что многие говорят про сознание разными словами, и они противоречат друг другу. Сейчас очень много противоречит друг другу. Ну, давай начну с того, что ни одну великую идею сюда не проведешь, если сознание не развито, либо закрыто. Представь, ну, ноосферу или космический интернет, или базу данных, где есть все. Если твой приемник работает, твоя частота, ну, выходит туда, то ты можешь, благодаря тому, что ты можешь настроиться, сюда великие идеи притащить. По математике, по физике, сложить историю, что-то для Родины сделать. Куда люди тратят эту возможность? Ну куда? На ченнелинги. Кстати, да, ведь большое количество и книг тоже выпущено эзотерических, да, и все духовные проводники считают себя великими ченнелерами, а многие открыто говорят, что там я пользуюсь наработками ведьминскими или я пользуюсь астральным планом, и говорят, что это истина. То есть подключиться к астралу — это считается прям, что ты уровень, не знаю. Какой-то запредельный, Да. что ты уже пробудился, и все у тебя хорошо, и сейчас бабки рекой потекут. Так и есть на самом деле, потому что я тут вернулась недавно с Алтая, там большое количество ретритных центров, групп выезжают, да, и очень интересно было слышать, что, оказывается, даже какие-то денежные реки и каналы открывают благодаря Прочищают. да, благодаря открытому сердечному центру. Да, так и есть. Я вот как-то давно-давно рассказывала, попала к одним, уже не помню, кто это был. Медитация называлась «Денежное дерево». Значит, представьте денежное дерево, там закройте глаза. Вот вы идете к нему, вы подходите, ты там подходишь, видишь золотое дерево, и они говорят, вот сейчас это дерево полностью труха превращается в труху, тра-та-та, да, то есть или сгорает, или его Мгм. кто-то сгрызает, и оно действительно, знаешь, превращается в труху. Потом мне говорят 50 тысяч для того, чтобы отладить денежное дерево. Знаешь, как все устроено вообще? Ну да, и, кстати, здесь не лишним будет сказать по поводу знания, которое единое, которое, если ты по резонансу, то ты можешь самостоятельно, да, срезонировать, и тебе будет понятно, что истина. Почему-то, ну и понятно почему, да, если мы говорим про человека-творца,
Это одна история. Если мы говорим про человека-потребителя, тогда нас затачивают, что за любое знание нужно платить, и чем оно сакральнее, тем дороже это стоит. А если у тебя не хватает денег, чтобы купить это знание, значит, у тебя не хватает емкости, и значит, ты должен пойти на расширение, взять кредиты, найти эти деньги, чтобы быть достойным этого знания. Вот представляете, насколько сильное искажение, и опять нас уводит в тему денег, она уже становится, да, там у некоторых до тошноты, ну, потому что нереально уже. Ты тут взял, тут заработал, тут еще друзей попросил, тут родители помогли, и потом сидишь и вроде ничего не понял, и у тебя долговая яма сзади. Но здесь надо просто нацелиться на то, что если у тебя живая душа, да, то есть если ты человек, то все с тобой пришло изначально. Давайте вспоминать свою мечту. О чем мечтали в детстве. Давайте посмотрим, а уходит ли куда-то ресурс. Еще раз, да, сухие ветки нужно отрубить. Но на всех уровнях, да, на ментальном виде мыслей, на астральном виде эмоций. Там, я не знаю, в эфире перестать все время вот на это внимание обращать. И на физике перестать выполнять те действия, которые привели уже к этой жизни, к этому выбору. Там, если он действительно если вам эта жизнь, ну, не нравится как. Вот. Если же ресурс есть, то нужно подумать о содружестве, потому что в новой эре, в новой эпохе это будет иметь значение. Сопричастность, содружество. Когда, вот, например, люди делают что-то красивое, общее, целое, к ним уже не может зайти человек со вторичной выгодой в этот коллектив, в зависть, потому что его будет отшибать. И вот эти вот пунктики себе можно выписать, да, вот я завидую там, или там что там еще, обижаюсь, сомневаюсь, да, хотя бы вот эти 3, боюсь 4, да. Мгм. Вот эти 4 пункта и к себе надо выписать и просто подумать. Действительно, а что-то мне угрожает? Да, скорее всего, нет. Много ли человеку надо? Да, вряд ли. В чем я сомневаюсь там? На чем это базируется? А откуда у меня эта программа? Возможно, это первая лунная программа жертвы. Давайте мы передумаем этот вопрос, перестанем сомневаться. Хотя бы там дадим себе 30 дней, где вы там перестали сомневаться. Ну, интересно, Ну и так кстати. далее, да. Челлендж будет классный, если мы на 30 дней перестанем сомневаться. Если кто-то в этот челлендж возьмет и войдет, напишите нам, пожалуйста, а что начало происходить в вашей жизни. И, кстати, здорово, что мы заговорили про ресурсных людей, потому что, например, вокруг меня большое количество ресурсных женщин, но эти женщины ушли в тонкое эго, когда они реально пойти в общие проекты, да, то есть ты понимаешь, что ты натыкаешься на скалу, я все знаю, я понимаю, вроде даже те же термины, и вот этого соединения не происходит. С одной стороны, и у нее есть к этому где-то в глубине души посыл, но при этом как раз статус не дает возможности согласиться с тем, что можно объединяться. Ну смотри, как интересно. Вот плод, пока Мгм. он на ветке, он растет, созревает, да. Как только его сняли, он начинает гнить. Так вот, пока ты учишься, познаешь и Мгм. способен вообще впитывать информацию, учиться, ты молодеть будешь. Как только ты все не можешь не познавать, не учиться, ты под властью духовной гордыни. А духовная гордыня не лечится. И все, ты гниешь, как вот этот овощ. То есть твоя душа, она начинает Мгм. жить совсем из другого. Я, знаешь, вот здесь хочу, чтобы ты немножко рассказала про то, как ты делала радун. Потому А, что радун — это солнечный ветер. Мы уже с Олесей про это говорили, и скоро выйдет про это, ну, немножко видео. Это солнечный ветер. И это энергия, которая дает тебе желание, радость жизни. Она тебя обновляет утром, и вечером она списывает какие-то программы, когда солнце садится, весь деструктив. А что тебе дал радун? Сколько ты его делала? Я продолжаю его делать. У меня было непрерывное 20 дней, и потом, в связи с перелетами, ну, соответственно, там ты день-два пропускаешь, но все равно у тебя есть вот эта потребность хотя бы на один из
на один из циклов успеть, да, там либо утром, либо вечером. И что я заметила? Во-первых, у меня большая благодарность, что мне в этой практике напомнили, потому что Виталия просто мне сказала: "Слушай, ты такая грустная, тебе надо делать радун". Я говорю: "Точно, что это я сижу?" И получилось, что очень было тяжело мне поначалу, потому что световой день был пасмурным, и это действительно было, думаешь: "О, Господи, вставать тяжеловато". Но когда у тебя накапливается от 10 дней постоянной практики, происходят удивительные вещи. Во-первых, ты его начинаешь чувствовать. У каждого ощущения здесь свои, не буду, да, там говорить. У меня просто ощущается это как очень смешной внутренний ветерок, который тебя начинает резко веселить. То есть я начинаю смеяться, когда ребенок смеется искренне, вот ты как будто слышишь эти колокольчики в пространстве, которые начинают тебя с тобой шутить, заигрывать, веселить. И вы знаете, удивительно, что после 20 дней, вот после 10 у тебя уже спокойно поднимает на роду, но после 20 начинается история, когда ты встаешь за час уже самостоятельно, без будильника. То есть он тебя поднимает. И я вот что поняла. У меня есть завтрак, который задает состояние, настроение на весь день. И от того, как я поела утром, для меня это очень важно, у меня сразу складывается утреннее настроение. И как только, я понимаю, что у меня есть теперь пища духовная, это утренняя, это для тонких, я так себе объяснила мозгу, Завтрак, завтрак для тонких тел, да, да. там. И получается, у меня и настрой на день по-другому, выстраивается. Ты начинаешь, уже опираясь на этот выбор, проживать этот день. Если ты сделала утром этот душ, то ты уже не можешь войти в какие-то, ну, условно, грязные ситуации, да. Наоборот, ты понимаешь, что у тебя есть мера, на которую ты опираешься. Начать можно с него. И здорово, что есть еще вечерний, потому что вы начнете замечать, как после месяца ежедневных практик вам будет что списать вечером. Вы прям будете называть эти программы. Вообще, чувствовала себя товарищ дерево, когда начинала, но обнаружила с удивлением, что действительно все называется, ты все начинаешь понимать, и радости стало больше. Ты выходишь на свою детскую искру, что ли, вот этого ощущения, что наступил новый день, и ты такой: "Вау, новый день начался". Вот это радун для меня. Радун, радость, радуга, да. Мгм. Все имеет корень ра, свет. Да. Но мы с этим светом же приходим в эту жизнь. И, по сути, мы должны уйти из этой жизни в тело света, со светом, с открытой памятью. Ну, это я что-то как-то... К вчерашнему семинару Да, небольшая отсылка. У нас накопились вопросы, давай. предлагаю на них поотвечать. Вопрос. В любом возрасте возможно наличие ресурса? Я думаю, что нас смотрят те, кто отчаялся его найти. Некоторые. Да, конечно, вы знаете, даже в последнюю секунду жизни можно обрести любовь и целостность. Это будет не случайно прожитая и не напрасно прожитая жизнь. Но я предлагаю не ждать последней секунды жизни. Есть прекрасное видео, на мой взгляд, называется "Что нужно делать при жизни, чтобы не мучиться после смерти". Там и с ответами на вопрос, там две части. Как раз рассказываю о том, как быстро разбираться с тем, что сейчас в твоей жизни присутствует. И ресурс он есть, просто нужно понять, а как сделать так, чтобы суметь его применить, что ли, да, почувствовать и так далее. Ну, начинать надо с радости, с того, что делает вас Радун. молодым, да. Ну, можно с радуна, Ну, да. кстати, это интересно. Я тоже очень долго подступалась к этой практике. Вроде ты ее слышишь, она на слуху, самая простая, всем понятная. Кстати, знаете, как здорово дети реагируют? Мы вот на Алтае вместе с мамой стояли на закате. Нам кто-то кричал классного сансета, кто-то проходил и говорил: "О, преисполнились". Но а дети искренне интересовались. И когда взрослые спрашивали: "Ой, вы на закат вышли, так здорово", мы говорили: "Да". И мы вышли на Радун и искренне делились, что это такое. И дети в курсе, что такое солнечный ветер. Они уже взрослым начинают объяснять, что это существует. И когда вот глаза скептика сменяются на искренний интерес, это дорогого стоит. Поэтому действительно, кто еще это не делает, просто попробуйте. Мгм. Часто в роликах упоминается о том, что важно научиться протекать между правилами матрицы.
Протечь в моменте. Протечь в моменте, да, на Можно глубину. пояснить на примерах? Речь о спокойном принятии без расплескиваний эмоций, без пустой траты ресурсов? Ну, можно и так сказать. Но просто матрица — это все, это те правила, в которых мы здесь существуем. Представьте, что вас загрузили в игру. Здесь есть такие правила. Когда вы становитесь архитектором внутри себя, вы можете создавать свои правила. Мгм. Но для этого нужен ресурс духовный. Потому что иначе вы все равно будете скатываться на те правила, которые существуют. Но я бы тут не на это обращала внимание, я бы обращала внимание на ответственность за свою жизнь и за то, как вы ее проживаете. Вот это главное. Кстати, очень многих долги ассоциируются с долгими зимними вечерами. Если слово долг заменить на ответственность, по-моему, в этой книге даже это написано, то все меняется. Попробуйте действительно долг поставить и заменить на ответственность. По-другому будете смотреть на это, мне кажется. То есть мы же не можем себе снять ответственность за выборы. Ответственность как отклик на то, что у вас в поле присутствует. Просто знаешь, как все хотят протекать, как бы обтекать какие-то вещи, но это здесь ну, не работает из-за определенных внутренних ограничений у самого человека, догм, Мгм. того, как он эту жизнь воспринимает. И то, куда он действительно ее тратит, на что он тратит ее. Потому что смотри, вот если мы откатимся на 10 лет назад, вот все, о чем человек мечтал, ну, ты мечтала, там люди мечтали, оно сейчас присутствует в жизни так или иначе. Квартира, машина есть, Да. квартира, машина Вопрос есть. дальше что? Дальше что? Вот это самый главный вопрос. В чем разница между энергией и светом? Вот вчера как раз отвечала на этот вопрос. Свет просто может быть разным. Ну вот свет от электрической лампочки, вот он. А свет звезд, он отличается от этого. А вот свет вашей души, например, он отличается от света звезд и от электрической лампочки или нет? Знаешь, как интересный прием у художников есть, когда они рисуют что-то белым или белое, белые цветы, например, белое на белом, они всегда сравнивают с белым листком бумаги. Это белее или это ну, как бы, это Мгм. светлее или темнее? Это светлее или темнее? То есть ты все время задаешь вопрос себе. И здесь то же самое. Насколько твой свет живой? Вот. Вот Да, это живое или это искусственное? да, это живое или это искусственное. Если мы в эту тему пойдем, это тоже, знаешь, как тема отдельного эфира. Ведь у нас есть тема в природоведении, но сейчас такого предмета нет у детей, а раньше был. Живое или неживое? Камень живой или неживой? А у нас был, да, это такой классный был предмет, мы ходили. И от этого очень много кто меняется, когда ты себе можешь на этот вопрос ответить не преподавателю, Мгм. чтобы там галочку получить или зачет, а именно себе. Что внутри меня есть живого? Где моя жизнь? В чем она выражается? Как определить свою задачу? Вернуться к своей мечте, потому что детские мечты, они самые сильные. И посмотреть, а что есть в доступе уже сейчас, чему я учился. Мастерство я наработал в жизни хоть в чем то или нет? Что я умею и что мне доставляет радость? Вот все, что вам доставляет радость, там ищите свои задачи души. Многие тоже находятся в реализации своей профессии и не могут связать, что же они с этой профессией дальше могут делать вместе с духовным развитием, да, то есть если... Ну, это вообще разные бывают, даже разные вещи, разный диапазон частот, потому что даже как ты профессию выбирал, не совсем бывает понятно. Просто потому что там деньги платили. Или знаешь, когда я выбирала профессию, мне сейчас расскажу. Я собиралась, в медицинский в своё время, но уколола палец кактусом. Мгм. И когда начали иголку доставать, я поняла, что в медицинский я не хочу. И в этот момент мама мне говорит: "Ты иди, поступай в пед, Мгм. потому что аргументация, потому что там хорошо, там все время вовремя платят зарплату", понимаешь? И
ты всегда будешь чистенько, как она сказала, ну, там, в чистой одежде, там, и так далее. Ну, а вторичная выгода была какая, что я там не уезжаю никуда, там, ни в какой город, чтобы мама за меня не волновалась. Я нисколько не пожалела, что я пошла по этой стезе, потому что, ну, действительно, информационная информационный посыл работы с людьми доставляет мне очень много радости. Вот, и до сих пор я в этом ключе занимаюсь воспитанием, просвещением, образованием. Я попала на правильный путь. Но вот я просто тебе показываю, как выбирается профессия. Ну, кстати, повод задуматься, потому что сейчас, я думаю, нас смотрят и те, кто только выбирает, куда поступать, и студенты. Лишний повод посмотреть в эту точку, из какого импульса, да, было принято решение, и не поздно еще понять глубинные собственные смыслы. Мгм. Следующий вопрос звучит так: как накопить себе энергию? Может быть, в себе? Но, может быть, здесь есть 2 пункта, на которых нужно обратить внимание. Еще раз, надо посмотреть, уходит ли энергия, и если да, то куда. Этот отток прекратить, тогда хотя бы в минусе не будете. Мгм. Второе, перестать быть уникальной снежинкой. Ну, про уникальную снежинку, кстати, можно и чуть подробнее раскрыть. Но представь, что есть бесконечный источник энергии. Либо ты вписываешься в него, но ты не уникальная снежинка. То есть ты вписываешься в общее, как это само общее становишься, целое, и оно применяется во благо всему остальному. Либо ты вписываешься как камешек, который просто висит, торчит, и в него ничего не заходит. Вот в такое маленькое не может зайти большое. Часть может стать целым, ну, то есть войти в целое, но целое в часть не войдет. Это все. Вот очень крутое, кстати, объяснение, потому что, мне кажется, первая глава этой книги так и начинается, что сначала было целое, потом оно разделилось, чтобы проходить а, опыты. Как определить свою задачу? Следующий вопрос. Мы уже отвечали на этот вопрос. Секунду, он дублируется. Кто и когда придумал астрал и как без него работала раньше? Но работало все в целостности, не было такого астрала, как сейчас. Знаете, как ченнелеры были, всегда люди могли получать информацию, но она не была зациклена на потребительстве, на себе, и Мгм. не было, ну, не давалось как успокоение для мозгов, что ли. Потому что наш мозг сейчас все время требует, что будет завтра, что будет завтра. Все время тревожится, ему надо как бы знать на 2 шага вперед, что будет. А эта информация была для другого. И астрал, в принципе, знаешь, вот такое ощущение, что когда появилась йога, М. вот когда она вот в таком ключе появилась, все это духовное как-то стало по-другому восприниматься. И люди стали переживать, может, это и не с йогой связано, но люди стали переживать по поводу себя любимого постоянно. И на Как выглядит? да, и как они выглядят. И вот эти эмоции, они этот астрал сейчас и формируют. А я помню, когда, так как я из сферы индустрии, которая называется модной индустрией, был такой бич на baby face. Их прям так по-иностранному и называли. То есть это что это говорит? О чем это говорит? О том, что это маленький курносенький носик, хорошие оформленные миндалевидные глазки, прижатые ушки, пухлые губки. И вот, значит, девочек кукольной внешности отбирали на все показы, на все фотосъемки. И я прекрасно помню, как началась вот эта волна среди девчонок, которым 13, но они только оформляются, да, 11, 12, 13, 14 лет, когда ты стала резко вдруг не формат, ты стала некрасивой, ты не вписываешься в стандарты красоты, и я помню еще вторую волну, когда вот этот бум прошел, все, значит, сделали себе губы, пластические операции, укоротили носы. Потом следующий бум пошел на внешность НЛО, так называемую, когда, наоборот, торчали уши, были странные длинные носы, кривые зубки. Ну, в общем, и это тоже, а это стало называться странным. И вот если как раз думать о том, как заводятся смыслы, как мы приходим в дуальность, хорошо, плохо, красиво, некрасиво, нужно просто понять, а кто вообще эту стратегию
нам навязал, мы из чего сейчас думаем. Так что я, да, много лет считала себя некрасивой, потому что не коротенький носик. Я думаю, что сейчас это тоже будет полезно услышать, просто вот эту точку для себя поймать, с какой, когда у тебя началась утечка ресурса на придуманные программы социума. И это же внешний блеск, внутренняя пустота у многих. Почему? Потому что ты недоволен собой, недоволен собой, недоволен собой, да. Ты уходишь от себя, то есть ты уходишь от своего внутреннего наполнения, то, с чем ты пришел. Представь, ты загрузилась сюда, ну, если с точки зрения игры, со своим световым сгустком звездным, с опытом прошлых и настоящих параллельных воплощений, может быть, даже будущих, чтобы сделать что-то такое. И ты это все списываешь на нелюбовь к себе. Нелюбовь к себе. Получается, матрица классно придумала. Сейчас мы Да. запустим им мнение о себе вот такое, Да. и они будут думать, а нам ресурс. И когда ты возвращаешься к себе, ты просто вот отодвигаешь, знаешь, у нас есть такая практика, когда ты просто все отодвигаешь, знаешь, как и пусть весь мир подождет. Мгм. И это не эго, а просто ты успокаиваешь пространство и входишь вглубь себя, ты сосредотачиваешься и удерживаешь, концентрируешь внимание на вот этой внутренней, на этом внутреннем световом твоем энергетическом. Вот. И тогда ты из этого уже можешь что-то развернуть. Мгм. Как определить, если видишь информацию, подсказки слышишь? Кто подсказывает? Из астрала или светлые учителя? Верхний или нижний астрал? Зависит от своей частоты. Зависит от вашей частоты, на которой вы находитесь, и от развлечения. Развлечение нарабатывается встал, упал, встал, упал. Ну, знаешь, так не нарабатывается. Это как мастерство. Да, вот ты, Мгм. например, рисуешь картину или там ты Хорошо. красишь. Сколько тебе времени понадобилось для того, чтобы понимать, вот как именно к этому человеку подойти, как к этому и так далее. Здесь то же самое. Мгм. Вот если к 50 годам спрашивают базовые потребности не закрыты, живешь в нужде, но поиск духовного всегда присутствует. С чего начать, чтобы, как говорит Гаррет, не порвали темные? А, Как зе- понять, что положено, что нет в этом воплощении? Во-первых, смириться. Что такое смириться? Это значит перестать ориентироваться как минимум на других. Что такое жить в нужде? Это же не на помойке вы живете. Если не капает сверху, да, и есть что поесть, то это уже очень прилично. А дальше нужно сосредоточиться на себе. Сейчас мир поменялся, и прошлое тянет за собой только сам человек, если он хочет его тянуть. Ну, вот знаешь, как парашют. Мгм. Его надо отцепить, перестать думать, как раньше. Это не значит, вот знаешь, как раньше на тренингах говорили, вот ты, значит, отцепляешь это все и начинаешь думать как бизнесмен, например. Пошел там что-то зарабатывать. Вообще в эту сторону перестать надо думать. Надо перестать что-то зарабатывать. Я думаю, что эта парадигма пришла с таким, как это, словарь был такой, да, новый, введен, успешный человек. Утро успешного человека учили писать, да. Мгм. Вот что бы ты делал утром, если бы ты был успешным предпринимателем, бизнесменом, вот как раз эта история. Все писали, ну, тогда бы я просыпался по-другому, там, ел бы кашу, занимался спортом. Что тебе мешает это сделать прямо сейчас? Да, и тут еще такой момент, вот есть определенное время, там 50 лет. Мгм. А давайте посмотрим на это по-другому. А что я за эти 50 лет научился делать хорошо? Какие качества во мне выработались именно вот в такой пространственной конфигурации? Для чего я сам себя сюда поместил? Не кто-то меня поместил, а именно я сам себя засунул в такую нужду. Может, у меня гордыня зашкаливала, или претензии на жизнь очень большие, или я требовала от других что-то такое, чего бы не надо, ну и так далее. И вы найдете какие-то вот ниточки, да, которые вас приведут к правильному чему-то. Да, главное не в жертву. Да. Что посоветуете, когда смыслы потеряны, и в материальном плане особо не хочется ничего, и при этом ощущаешь боль всего мира? Посоветую Радун.
Посоветую "Радун", посоветую "Стаю единомышленников", посоветую наши книги. "Крылья", например. Эта книга писалась специально для того, чтобы было вдохновение. Потому что есть вот некая вибрация, на которую ты заходишь благодаря книгам либо чему-то еще, и у тебя жизнь меняется. Бывает, одной книги достаточно, чтобы что-то сдвинулось. Да, я знаю людей, которые еще не занимаются в школе, но, например, книгу "Хронология событий без искажений" прочитали взахлеб и сказали, что это лучшая книга в их жизни. И вообще они такое не читают, но эту прочитали без остановки. И как раз следующий вопрос про "Радун". Когда начинается вечерний "Радун", и можно ли делать его вечером? Все думали, что только до восхода солнца. Слушай, по-моему, за полчаса, да, начинается до захода вечерний "Радон"? Ну, я за час встаю вообще, да, где-то ощущается он, ну, на 25-й минуте точно. Сам "Радун"-то он идет очень 3-4 минуты Мгм. всего. Ну, вот это вот, и пошло, да. Где-то, ну, минут за 40 начинайте до захода солнца настраиваться, и потом поймете. Мгм. На семинаре в Сербии играли в "Крепость духа". Мгм. Кстати, про "Крепость духа" тоже можем немножко рассказать потом. Сербия, привет! Все, кто там был, наш. Выпала карта "Валькирия", что участвовала во всех ключевых битвах. Задача на это воплощение — наработать достоинство и найти своих. Это и есть моя генеральная линия? Нет, так нельзя сказать. Все таки для того, чтобы понять, что вы на генеральной линии, вы должны свою жизнь посвятить этой жизни. Ну, мало кто, давайте прямо честно скажем, мало кто на ней находится. Сталин, например, вот находился на генеральной линии своей. Ну, я знаю пару-тройку людей, которые тоже находятся, а все остальные нет. Но это не значит, что это очень плохо. Это значит, что даже мысли в эту сторону задают вам другую вибрацию. А карту нужно рассматривать в зависимости, ну, в игре "Крепость духа", в зависимости от той задачи, которую вы ставили на игру. И поскольку мне эта задача неизвестна, М. я вам не скажу, не Вот смогу так, сказать. друзья, выгодно играть со столе. Нет, вы знаете, я наблюдала, как играют наши ребята. Вот Мгм. буквально прошла игра с молодежью. Я считаю, это великолепно. Девчонки наши, просто создатели, они же сами создатели игры, играют прекрасно. Как не тратить ресурс на ядовитые эмоции? Злость, драматизм, задетое эго. При появлении эмоций отслеживается, что не выразить физически ты их не можешь. Перестать завидовать. М. Ну и, кстати, есть же даже видеоролик "Ядовитые состояния. Зависть". Мгм. Полезно пересмотреть несколько раз, потому что действительно нужно понимать, это чуть, выше, а не из физического тела. Да, всегда есть вторичная выгода у этого. Как все таки научиться точно попадать в свое место в жизни? Возможно, кому-то придется многое пройти, много мест пройти. Но когда вы нарабатываете развлечения, соответственно, вы попадаете на свое, если у вас запрос есть. А доказательством или, как сказать, подтверждением того, что вы на своем месте, будет являться внутренняя радость. Хм. Я не помню, о чем в детстве мечтала, кроме того, что хотела быть принцессой. Может, это связано с ограничениями из отягощенной кармы. Вчера во время семинара пока не увидела истинную себя. На что можно обратить внимание и какие практики могут помочь? Еще раз. На что обратить внимание и какие практики Это я могут помочь? поняла. А в чем проблема? Вчера во время семинара пока не увидела истинную себя. И что было? Спрашивают, на что обратить внимание, какие практики могут помочь. Вот если вы хотите взаимодействовать с собой, надо взаимодействовать. Какие практики? Все практики на внимание могут помогать. Начинайте с 3 сердец. Обязательно вы не сможете соприкоснуться со своей энергией, если вот этот сердечный центр, во-первых, не находится, если осень не отстроена, если не открыто что-то, если там славь поджата или правь поджата. Ну, мы очень много про это рассказывали в наших роликах и на занятиях с наставниками.
ребята выполняют эти практики постоянно. Вот, это первое. Второе — это практика на эго. Их целых 3, реально, потому что нужно убрать все, что шумит. Тогда вы будете на связи с собой. Ну, хотя бы вот это. Мгм. На что опираться или к чему обращаться при выборе профессии при поступлении? Сложный вопрос для меня. Знаете почему? Потому что я бы вам сказала, обращайтесь к своему сердцу. Мгм. Но есть много превходящих. Я бы сначала размечталась. То есть все таки образ будущего свой составила 5-10 лет. Действительно, чем бы я хотела заниматься? Ну вот реально, чем бы я занимался, если бы, мне за это не платили, да? И вот туда идите, тогда попадете. Ну да, и у нас все время есть такой, момент. Вот представьте, Пушкину же не заплатили изначально за Евгения Онегина там какой-то гонорар, чтобы он сел его писать. Нет, он писал, потому что не мог не писать. Если говорить, размечтаться. Вот я сама долго, проваливалась, да, вот в это ощущение, что же это действительно такое. Оно обязательно придет, потому что начинает отщелкиваться все, что мешает размечтаться. Если вы ставите это как точку, да, возможно, там год вы будете сталкиваться с тем, что мешает размечтаться, но это и есть дорога, по которой нужно пройти. Так, у нас еще есть вопросы. Как понять разницу между тебя пришли покушать, потому что нет света или ресурса, или он, свет, ресурс у тебя есть? Поясните, пожалуйста. Если у вас есть ресурс, вы знаете, что делать. Мгм. И если ваш ресурс не направлен на поиск половинки или или давайте скажем так, вот есть вторичная выгода. Все, что вы не делали бы, у вас в уме поиск половинки. Знаете, как настроена голова. В сетевом маркетинге такое происходит иногда, когда все, что движется, все дистрибьютор в твою сеть. И вот здесь то же самое. Все, что ты бы не делал, куда бы ты ни поехал, у тебя мозг настроен на всех мужчин, которые движутся. И ты такой: "Оп-оп, нравлюсь, не нравлюсь". А вот тут вот раз зашел. Причем непонятно, что у тебя отщелкивает, нравлюсь, не нравлюсь. И понимаешь, с одной стороны, нормальных-то людей сейчас достаточно редко, ну, вот так вот воочию увидеть. Но когда ты с этой вторичной выгодой все время заходишь, знаешь, как не бескорыстно как будто бы. Но это же считывается Ну, сразу. конечно, это считывается сразу. И поэтому, если все таки у вас есть ресурс, тратьте его на во благо, на что-то общее, и мир вам воздаст. Доверие к мирозданию нужно. Перестаньте все время напрягать эту ситуацию. А если у вас ресурса нет, то вы и не попадете туда, вообще туда, где есть ресурсные товарищи. Тут еще спрашивают, как делать радун. Как делать радон, расскажи. У меня тоже не было большого ролика, который можно было посмотреть и понять, как его делать. Я нашла ролик, в котором Гаррет говорит, что вы настраиваетесь на солнечный ветер и раздуваете ваш парус, воротник, буквально 5-10 сантиметров, дальше не нужно, вот и все. Это единственное пожелание. Ну а потом, если вы доверяете внутренне себе, и у вас есть искреннее намерение с этим соприкоснуться, то вы понимаете, как это происходит в вашей жизни, а ощущения будут у каждого свои. Можно ли использовать украшения из натуральных камней для защиты, если работа связана с постоянной утечкой ресурса, например, работа с больными людьми? После работы чувствуешь, как разряженная батарейка себя. Я пользуюсь, да. Потому что кристаллы, особенно чистые кристаллы, камни, они дают, ну, более чистое видение. Можно настроиться на другую частоту. Присутствие их в поле, ну, задает какие-то настройки другие в поле в зависимости от того, какие камни. В один момент сработает одно, в другой сработает другое. Но здесь есть очень важный момент. Вот я все время говорю: а где вы их берете? Мгм. Чья рука их собирала? Как она держала? Ну и так далее. Я вот у Олеси беру. Это не в качестве рекламы, а в принципе я просто доверяю и вижу, как камни работают. Поскольку человеку это интересно, то есть это у Олеси является частью ее Внезапно пришли в радости, жизнь. да, то здесь корысти никакой не может быть. Вот, поэтому, ну, у каждого свои есть
ну, своя возможность где-то брать эти камушки. Да, как-то сказал Гаррет в практике, почему, ну, вот кристаллы, хочется с ним резонировать, потому что это безупречность. И мне это так откликнулось. Действительно, когда их берешь в руки, ты понимаешь, что есть нечто безупречное, к чему тебе еще стремиться и стремиться. И это лишь одна из форм, проявленных здесь, настоящих чудес. Ну да, они тоже могут быть живыми, а могут быть неживыми. Спящими. Да, вот буквально были на творческом вечере в Ярополочи. Мгм. Творческий день у нас такой был поэтический, великолепно тоже ребята сделали. И дети, мальчишки притащили целый рюкзак камней. Сашка. Вот, и мы когда их смотрели, какие-то камни прям, знаете, вибрируют в руке, раскрываются цветком, а какие-то, ну, пока молчат. И здесь тоже не должно быть потребительского отношения. Нужно исследовать эту тему, смотреть, как что работает, в какое время. Тогда это интересно. Мгм. Согласна. Еще спрашивают, что значит опереться на пустоту. Встретимся на следующем семинаре, друзья. Это высший пилотаж опереться на пустоту. Давайте скажем, обопритесь на свои наработки ваши звездные, с которыми вы сюда пришли. Ну вот хотя бы вот так, потому что это для вас недоступно. Есть еще вопросы у нас? У нас один еще остался вопрос, с каких книг начать. Ага. Ты с какой вообще книги начала? С Заратустры. А почему именно с нее? Во-первых, солнечная оранжевая книга. Мне очень нравится в моей жизни желто-оранжево-красные цвета. Заратустра, зороастризм. Я до этого проехала практически все места, потому что настоящее чудо, когда из-под земли выходит огонь. И, естественно, меня это очень волновало в моей жизни. А я всегда про это читала, поэтому с нее начала. А следующая была Агроба. Да. Ну вот у всех по-разному. Я рекомендую посмотреть, что вам интересно, и, и выбрать, соответственно. Можете начать как раз вот с алхимии жизни, потому что жизнь это то, что имеет значение. И Мгм. здесь как раз про, знаете, давайте я вам прямо аннотацию к этой книге прочту, прежде чем мы будем заканчивать. Смотрите, что в преамбуле. В основу этой книги легли знания множества жизней, воплощенных душ, которые посвятили их свету. Все, что здесь описано, связано с тонкоматериальным проявлением мира, недоступным многим. Но именно это лежит в основе жизни. Предлагаем погрузиться в эти знания самыми чистыми намерениями, так как это даст вам возможность прикоснуться к своей истинной природе. То есть это про дух, про душу, про сознание. Это духовная, это пища духовная. Поэтому можно начать и с нее. Вопросы закончились. Давай мы все-таки подытожим, да, наш Мгм. разговор и в конце откроем, посмотрим, что нам скажет книга в заключении нашего разговора. Итак, существуют те, у кого есть ресурс, но они тратят его бездарно. А существуют те, у кого нет ресурса. Надо понять, у вас есть ресурс или у вас нет этого ресурса. Дальше нужно посмотреть, помечтать, вспомнить о своей мечте и нарисовать себе образ будущего. А чем бы я стал заниматься, если бы у меня был бесконечный источник энергии? И что бы было со мной, вокруг меня? Какие мои сильные стороны, какие слабые? Из этого нужно поставить себе задачи и дальше выбрать, как их решить, собственно говоря, благодаря каким действиям, каким выборам, каким практикам, возможно, которые могут быть в помощь, и каким книгам. И я думаю, что вот такая несложная схема прояснит ситуацию, и вы сможете уже через какое-то время четко двигаться. А пока ты открываешь заключительную нашу главу, да, либо там то, что нам подскажет книга. Я хочу сказать о двух мероприятиях, которые нас ждет. В следующем месяце мы проведем семинар на тему событийных рядов, и вся информация есть у нас на сайте. А в августе нас ждет форум в Питере
Уже второй год Да, подряд мы второй год едем в подряд. Питер и вас приглашаем. Это мероприятие, которое невозможно пропустить. Это 16 августа. Форум посвящен методикам развития сознания у детей и взрослых. Поэтому, если вам есть что сказать, пишите к нам на сайт, связывайтесь с нами, и, возможно, мы дадим вам прямой эфир. Да, всех неравнодушных к будущему нашей Родины мы приглашаем. В прошлом году было прекрасно, и даже те, кто еще не занимается практиками в школе, смогли увидеть, что все нормальные, адекватные человеки занимаются очень важным делом. Поэтому приезжайте, пожалуйста, увидимся с вами со всеми лично. Открываем, да? Да. А в завершении, что бы мы хотели нашим зрителям сказать? Что бы мы хотели сказать нашим зрителям? Сейчас мы на Или начало. книга хочет сказать, да? Что у нас за глава вышла? Связь сознания с духом и душой. Но это все вопрос о целостности. Потому что когда вы целостны, на связи со своей душой, когда вы можете одухотворить пространство, когда сознание открыто и может соединиться с вашими и не только вашими наработками, тогда и ресурсы есть. Мы начали наш эфир с достаточно значимой даты, да, и заговорили про фашизм, что каждый должен помнить, что такого врага на свою территорию, прежде всего даже своего внутреннего пространства, пускать нельзя. И как раз если вы ознакомитесь с этой книгой и с главой 3, да, вот которая на 139 странице, я сейчас открыла, здесь как раз и объясняется причина всех войн и все то, что основано на страхе смерти. Пожалуйста, прочитайте. Вот удивительно, да, что книга сегодня открывает именно эти главы. Они лишний раз доказывают скептикам и материалистам то, что присутствует в нашей жизни тонкое, которое незримое, не видно глазами. Учитесь у детей мечтать и верить в чудеса. Ребят, спасибо всем, кто нас смотрел. Если вам понравилось это видео, делитесь. Мы будем рады. Приходите к нам заниматься. Ну и ищите свою стаю. Будьте в ресурсе. Спасибо всем. До свидания. Спасибо большое. Пока.